Что такое НЭМИ? Новая экономическая эволюция мира. Сам аббревиатура НЭМИ и эволюция означает о том, что это не революция, потому что уходит то слово, которое разрушающая революция, потому что сама революция, термин революции означает следующее, да, что верхи, почему происходит революция? Верхи не могут жить по-новому, а низы не хотят жить по-старому. Происходит революция, да? Но есть понятие эволюции, когда и верхи, и низы могут эволюционировать вместе для того, чтобы прийти к новым показателям. Так вот, если говорить о новой экономической эволюции мира, это показатель того, как общество может пойти по пути процветания. И общество может пойти по пути процветания в одном только случае, когда человечество, люди, простые, среднестатистические люди, будут участниками разных программ, разных производств, компаний и бизнесов, скажем, экономики в целом, и они будут получать выгоду от этой экономики. Простой пример я приведу. Если бы все люди планеты Земля были бы, скажем, совладельцами всех энергетических компаний в мире. А мы знаем, что энергетические компании в мире за последние 100 лет сделали самые большие капиталы. И они фактически как бы управляют миром. Да? Так вот, если представить, допустим, что все энергетические компании в мире на хотя бы 50% входят простые граждане в виде дольщиков, которые могут получать ежемесячные прибыли. Тогда бы, если бы росла, скажем, цены на нефтепродукты, на энергетику в мире, этим бы людям ничего страшного не было бы. Ну, подумаешь, цены выросли, значит, больше зарабатываем. А что происходит в мире? Владельцы этих энергетических компаний, какое-то небольшое количество людей, и эти компании, когда повышают цены на свои товары, естественно, страдает среднестатистический человек. Вторая позиция. Если бы, давайте представим себе, что хотя бы 50% людей в мире, хотя бы 35%, они являются совладельцами финансовой мировой системы, которая за последние 100 лет, финансовая мировая система сделала прирост, скажем, своих капиталов. Это просто сумасшедшие проценты. Вот просто сумасшедшие проценты. Это рост, скажем, на вложенный доллар 100 лет назад в современные финансовые системы и все, кто управляли за последние 100 лет финансовой системой мировой, на вложенный доллар они получили прибыли даже не $1 миллион, а минимум, наверное, миллиард. И если бы 35% людей 100 лет назад участвовали бы в этой мировой финансовой системе, то не было бы бедности на планете, не было бы разрушений, войн, потому что у всех бы достаток был достаточно высокий, всем бы было хорошо. Так вот, одна из задач НЭМИ – дать людям возможность быть соучастниками, совладельцами наиболее выгодных предприятий и направлений, чтобы от этого получать еще больше выгоду. И второй момент – дать возможность тем организациям, которые уже являются в этой финансовой системе, которые на сегодняшний день стоят в тупике и не понимают дальше, как прирост делать капитала, мы благодаря этой технологии можем дать возможность роста, как минимум, в десятки, в сотни раз за короткий промежуток времени. И таким образом баланс в мире может состоять не 10/90, где уже на протяжении, наверное, не знаю, 2 или, может, даже 5000 лет, 10% людей владеют 90% деньгами. И 90% людей на планете пользуются всего лишь 10% деньгами. И каждый раз, когда сдвигается позиция в меньшую сторону, наступают войны, революции. И что такое революции, терроризм? Это все из-за неравенства, классового неравенства. Да? Как только уровень меняется в другую сторону, как только там 15, 20%, 30% людей на планете начинают пользоваться 70% деньгами, а 70% людей пользуются 30% деньгами, да, тогда наступает мир, благодать и процветание. И вот цель, скажем, новой экономической эволюции мира – донести создание таких вот квалифицированных инвесторов, продвинутых инвесторов, осознанных инвесторов, которые будут понимать, куда вкладываются деньги, как деньги могут расти и как они могут участвовать в разных направлениях. И таким образом баланс сдвинуть в сторону 50/50, где 90% людей будут
владеть 50% деньгами, и 10% вот этих богатых людей сегодня в мире тоже будут владеть 50% деньгами. Тогда этот баланс может быть совсем другой, и люди, среднестатистический человек, который сегодня зарабатывает деньги, он будет в системе NEMI зарабатывать в 100, в 200, а то и в 300 раз больше, его уровень жизни будет намного выше, и уровень процветания и дальнейшего развития общества будет гораздо выше, чем сегодня. Поэтому новая экономическая эволюция мира – это выход для человечества в системе развития, чтобы он пришел действительно к гомо спиритусу и стал человеком духовным, развивающимся.